Мощный удар по 3 российским аэродромам. Приедет ли Путин в Курск и что происходит на границах с Беларусью? В эфире «Нехта» самые важные и интересные новости к этому часу. ВСУ наступают, ВС РФ отступают. Почему российские мужчины не берут оружие в руки для защиты Курской и Белгородской областей? И почему Путин безразличен к жителям российского приграничья? Объективный страх у Путина вообще куда-то выезжать. Невероятный налет беспилотников под ударом военные аэродромы РФ. О каких проблемах трубят Z-военкоры? Результативно на некоторых, к сожалению, но закономерно. Реакция на операцию ВСУ. Впервые западные лидеры высказались о действиях Украины на территории РФ. И это создает реальную дилемму для Путина. Друзья, всем привет! Буду рад вашему лайку, подписке и репосту. Вы прекрасно знаете, что для нас это очень важно. Также оставляйте свои комментарии и спасибо вам за обратную связь. Об актуальных и важных событиях прямо сейчас начнем. Россияне заявляют, что пережили массированную атаку дронов со стороны Украины. Под ударом оказались военные объекты сразу в нескольких областях РФ. В частности, речь идет о прилетах по военным аэродромам. В Нижегородской области, сообщают пропагандисты, БПЛА самолетного типа долетели до авиабазы Савослейка. Кроме того, в Воронежской области под удар могли попасть военные аэродромы Борисоглебск и Балтимор. Украинские военные аналитики пишут о том, что российская ПВО не смогла справиться с таким количеством беспилотников, поэтому зафиксированы десятки прилетов. Цели абсолютно обоснованы. На аэродроме Балтимор базируются Су-34, которые сбрасывают на украинские города управляемые авиабомбы. А вот на Савослейке цели покрупнее. Там стоят МиГи-31К, носители ракет «Кинжал». Z-блогеры признают потери на аэродромах и вновь сетуют на то, что военное командование РФ не чувствует войны. Результативно на некоторых, к сожалению, но закономерно. Проблема все та же. Чем дальше аэродром от линии боестолкновения, тем больше там мирная жизнь. Но и прикрывая военный аэродром одним-двумя панцирями, можно надеяться только на авось. Собственно, на него многие и надеются. В то же время в российском Минобороны говорят, что уничтожили несколько украинских ракет и целых 117 дронов. Конечно же, о потерях традиционно ни слова. И теперь детальнее о ситуации в Курской области. Никаких признаков завершения операции ВСУ на данный момент нет. Ни одна из сторон об этом не заявляла. Наоборот, в Украине отчитали, что наступление продолжается. Под контроль Украины взяты более 70 населенных пунктов области. В сети появляются фото и видео украинских военных из российских населенных пунктов. Там теперь подняты украинские флаги. Продвижение украинцев признают и российские Z-пропагандисты. Они пишут, что ВСУ в Ольговке также подошли к Снагости, а вот украинские военные сообщали о занятии Плехова. Отмечу, что между, например, Ольговкой и Плехово расстояние в 50 километров. По сообщениям российских военкоров, в Судже украинские военные занимают выгодные высоты. В то же время министр обороны Литвы говорит, что Россия перебрасывает войска в Курскую область из Калининградской области. Мы сейчас видим, как они передислоцируют свои войска из Калининграда в Курск. И я говорю народу Литвы, вы посмотрите, как украинцы за вас борются. Из-за их борьбы им приходится перебрасывать войска из Калининграда. Мы даже называем это демилитаризацией Калининграда, которая происходит благодаря храбрости ваших военных, благодаря вашим решениям. Wall Street Journal сообщает, что оккупанты, вероятно, также перебрасывают дополнительные силы с Запорожского и Херсонского направлений. По данным Forbes, к боям в Курской области присоединилась уже и украинская авиация. Удар, по данным издания, был нанесен по командному пункту РФ в поселке Теткино. И в этой операции принимал участие не F-16, а украинский истребитель Су-27. Одной из главных тем для обсуждения среди россиян в эти дни является еще и реакция Путина на события в Курске. Местные возмущены ею, сравнивают себя с жителями Белгорода и говорят, что были брошены, власть бездействует. К тому же Путин ни разу не приехал к людям, даже в те регионы, куда им пришлось уезжать.
Почему же Путин так далек от народа и не едет к своим? Об этом мы поговорили с политологом Игорем Рейтеровичем. Если бы мы даже могли представить себе такой визит, это бы означало для России в целом наличие действительно очень серьезной проблемы. А поскольку сейчас взят курс на то, что какой-то большой глобальной проблемы не существует, то и, соответственно, лично ехать туда не надо. Второй момент связан с тем, что есть, наверное, объективный страх у Путина вообще куда-то выезжать, попадать в какие-то места, которые не то что там на линии фронта находятся, а вообще там на расстоянии даже нескольких десятков километров. Ну и третий момент в логике той модели, которая построена была в России, непосредственно Путиным, ответственность за все это должны нести представители там местных властей, и никакой ассоциации вообще с центральной властью и, собственно, с его персоной быть не должно. То есть это какая-то проблема, которая существует на периферии. Путин ее как бы контролирует, он раздал все необходимые указания, а все остальные теперь должны эту проблему просто решить. И он должен получить отчет на камеру, что проблема решена и ситуация полностью под контролем. В нашем телеграм-канале Нехта Лайв мы также задали вопрос подписчикам, почему же Путин до сих пор не в Курске, предложив 4 варианта ответа. Не царское это дело. Второй вариант: еще приедет, всех спасет и закроет грудью. Третий: неприятные ассоциации с историей подводной лодки Курск. И последний вариант: у него нет визы Курской Народной Республики. Изначально именно последний вариант шуточный и набрал большее количество голосов. На втором месте оказался ответ: не царское это дело ехать в Курск. Но после, судя по всему, подключились боты, и на момент записи выпуска самым популярным ответом был выбран «еще приедет, всех спасет и закроет грудью». А как вы считаете, приедет ли Путин в Курск? Напишите об этом в комментариях. Операция ВСУ в Курской области важна для безопасности Польши. В этом уверен польский премьер-министр Дональд Туск. Он заявил, что Украина имеет полное право вести войну так, чтобы как можно эффективнее парализовать Россию в ее агрессивных намерениях. Это была цитата. Кстати, только сейчас западные партнеры Украины начали активно комментировать события, которые разворачиваются на российской территории. Так, глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель тоже поддержал украинское наступление под Курском и сказал, что Путин вынужден отступить вглубь РФ, так как ему не удалось сломить сопротивление Украины. Впервые своими мыслями по обстановке на Курском фронте поделился и Байден. Я общаюсь со своими сотрудниками на регулярной основе. Вероятно, каждые 4 или 5 часов в течение последних 6 или 8 дней. И это создает реальную дилемму для Путина. И мы поддерживаем прямой и постоянный контакт с украинцами. Это все, что я собираюсь сказать по этому поводу. Тем временем в РФ уже поспешили заявить, что июньские предложения Путина, которые предполагают то, что Киев должен вывести войска из Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей, уже утратили свою актуальность. Первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что ВСУ напали на Россию, и эти действия Москве непонятны. Почему это произошло и как это наступление может помочь Украине? Я был бы признателен за объяснение того, как международные нападения, как преднамеренные нападения на гражданское население служат целям срыва атак на территории Украины, учитывая тот факт, что в этом регионе не было военных объектов или инфраструктуры. О заявлениях Кремля, а также реакции партнеров Украины на события в Курской области, об этом мы также поговорили с политологом. Просто наши партнеры увидели, что король-то голый, и Российская Федерация, которая очень любит рассказывать про красные линии и про какие-то там вещи, угрожать, например, там Западу, она не может даже справиться вот с таким наступлением, которое идет непосредственно на территории Российской Федерации. Поэтому в информационном плане, в плане поддержки, эта операция уже однозначно удачна для Украины. Но гораздо более интереснее даже реакция не наших партнеров, она в конце концов ожидаема. Когда они посмотрели, что это не какой-то рейд, и он уже имеет позитивные, скажем так, эффекты, они на это отреагировали. Гораздо более интересной является реакция других стран, которые вот со стороны за всем этим наблюдают, и которых Россия последний минимум полгода убеждала в том, что у нее ситуация под контролем. А оказалось, что ни черта она не под контролем, и как теперь с этой ситуации выходить, никто не понимает. Прежде всего на России. Наша команда существует благодаря вам. Поддержите ее, чтобы мы могли продолжать нашу работу.
Беларусь принимает делегацию из Ирана. В ведомстве Хренина в Минске заявили, что представитель белорусского генштаба провел встречу со своим коллегой из Тегерана, чтобы далее взаимодействовать в информационной сфере. Иранскому гостю показали телестудию, а после повели в Государственный музей Второй мировой. Помимо этого, у Лукашенко заявляют, что сейчас белорусские военные находятся на передовой битве, но не за Курск, а за урожай. Якобы военные помогают аграриям в полях с перевозкой грузов и занимаются обслуживанием техники. Тем временем украинские пограничники заявили, что не видят изменений на границе с Беларусью и не фиксируют перемещение техники и военных на границе с этой страной. Это происходит исключительно в глубине страны, говорят в Госпогранслужбе Украины. Напомню, что в Минобороны Беларуси заявляли, что перебрасывают к украинской границе дополнительные войска, танки, полонезы и ракетные комплексы «Искандер», якобы из-за того, что дроны Украины залетели в Беларусь. Германия выдала ордер на арест украинца Владимира, который подозревается в диверсии на Северном потоке. Об этом пишут сразу несколько немецких изданий. По данным журналистов, этот Владимир был инструктором по дайвингу и до недавнего времени проживал в Польше. Также по делу о подрыве Северного потока подозреваются еще двое граждан Украины, в том числе и женщина, но их имена не разглашаются. Информационные агентства сообщают, что, вероятно, украинцы принимали участие в операции в качестве водолазов, прикрепляя взрывчатку к газопроводам. Немецкие власти выдали ордер на арест после расследования и также обратились за помощью к польским коллегам. Однако местонахождение Владимира неизвестно, а двое других подозреваемых покинули территорию Германии. Во время короткого телефонного разговора Владимир был удивлен обвинением. Он отрицал свою причастность к атакам на Северный поток. Сообщается, что на просьбу Германии о правовой помощи от польской стороны ответа не последовало. Напомню, что подрыв Северного потока произошел в сентябре 2022 года, а в марте 2023 президент Зеленский заявил, что Украина к этому не причастна, и он не отдавал никаких приказов для уничтожения газопроводов. Друзья, спасибо вам за поддержку, вы наша опора. И напомню, что ваша помощь и участие помогает нам делать работу и видеться с вами каждый день. Постоянных донаторов и их комментарии вы видите сейчас на экране. Мы благодарны за эту поддержку. Если же вы хотите присоединиться к их числу, то нажимайте на кнопку «Спасибо» под нашим роликом или становитесь постоянным спонсором нашего канала. Мы с командой продолжаем следить за самыми важными новостями. Оперативную информацию от Нехта ищите, как всегда, в наших телеграм-каналах или на платформе X. Спасибо вам за доверие и то, что остаетесь с нами. До новых встреч и хороших вам новостей.